Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня будет обзор на необычный симулятор фермы, точнее это вовсе не симулятор, а игра с глубоким смыслом, некое интерактивное повествование о жизни. Итак, чем нас удивит автор? Во-первых, это очень необычная игра с приятной графикой, звуковыми эффектами, музыкой, и поначалу кажется, что это обычная, ничем не примечательная игра о ферме. Но здесь есть одно большое «но». Вы возьмете на себя роль пожилой женщины, Тальмы, и будете в одиночку заниматься хозяйством вокруг дома, как в деревне, заброшенной деревне. Вы будете ухаживать за козами, курицами, поливать грядки, собирать урожай и грибы в округе. Из полученного от коз молока сварите сыр. Он является валютой для торговли, как и все ваши съедобные припасы. Кстати, возле сыроварни будет ружье, и вы сразу не поймете, а зачем оно в такой игре. Но в дальнейшем оно пригодится для защиты коз от непрошенных гостей. Практически каждый день к вам будет наведываться старый друг, по совместительству торговец и почтальон. Как и главная героиня, он тоже далеко не молодой, и в дальнейшем этот факт сыграет свою роль. С ним можно обмениваться товарами. Приготовленный сыр и другое ваше съестное имущество поменяйте на новые семена, скот, необычные артефакты, книги, патроны и другие вещи. Но он не будет ждать вас у калитки бесконечно долгое время, ведь день идет, и у него тоже есть свои дела. Так что услышали звон колокольчиков, значит он пришел, и у вас есть несколько минут, чтобы поговорить с ним о последних новостях из города. История бабушки, оставшейся в одиночестве на ферме посреди пустыни, будет раскрываться через памятные места детства вокруг дома, где когда-то жила ее большая семья. Но все разъехались кто куда в поисках лучшей жизни. Вы будете блуждать в пустыне в поисках различных фигурок и объектов, дополняющих историю семьи. Но самым важным источником информации будут письма от друзей и родственников, который принесет ваш единственный друг. Кстати, если вы все-таки пропустили встречу с ним и лично не получили письмо, друг оставит письмо в почтовом ящике, так что вы всегда сможете его прочитать. В письмах вы узнаете о радостях и горестях жизни родственников Тальмы, о их размышлениях о жизни, чем они живут, о чем переживают. И в письмах также будут строки о том, что бабушку скоро навестят, но слова это только слова. И к слову, Тальма никому не будет слать письма в ответ, так что никто не знает о ее жизни, ее беспокойствах и трудностях. Геймплей очень прост и может показаться скучным, но в этом вся суть. День пролетает незаметно, и всех дел пожилой женщине просто не успеть выполнить. Поэтому вы решаете, что первостепенно. С каждым новым днем время будет ускоряться, а бабушка при этом не молодеет. И к чему такая жизнь ведет, все, думаю, прекрасно понимают. В заключение добавлю еще раз. Это очень необычная игра, которая подойдет далеко не всем. Если вы хотите найти в ней увлекательный игровой процесс, полный экшена, который увлечет на несколько часов, то эта игра вряд ли вам подойдет. Но если вам нравятся необычные игровые произведения с пищей для дальнейших размышлений, то смело берите The Stillness of the Wind. Это необычное творение о ценности времени и неизбежных потерях, которое сочетает в себе миниатюрный симулятор фермерства и трагичную историю. На этом, пожалуй, я закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, кому как понравилось или нет. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии.